Знаете ли вы, в какой день недели вы, скорее всего, умрете от сердечного приступа? Подумайте. Я дам вам время. Понедельник. Угадай, в какое время? Между 8 и 9 часами утра. А знаешь, что еще происходит в понедельник в 8 утра? В этот же день люди готовятся идти на работу, которую они ненавидят. Совпадение? Не думаю. Посмотрите на этот график. Это продолжительность жизни среднего человека. В среднем мы живем около 80 лет, если нам повезет. Мы начинаем работать в возрасте около 18 лет, и мы работаем, и уходим на пенсию примерно в 67 лет. И о чем же нам это говорит? К лучшему или к худшему, большую часть вашей жизни будет потрачена на работу. Не тратьте это время на несчастье. Как мой друг Джей. Джей всегда говорил, когда я закончу школу, тогда я буду счастлив. Ну, Джей закончил школу, но он не был счастлив. Тогда Джей сказал, что когда я найду работу, тогда я буду счастлив. Джей устроился на работу, но он все еще не был счастлив. И так Джей сказал, что когда я женюсь, остепенюсь и заведу детей, вот тогда я буду счастлив. Но он женился, остепенился, завел 2 детей, но до сих пор не был счастлив. Тогда Джей сказал: хорошо, когда дети покинут дом и я уйду на пенсию, тогда я буду счастлив. Ну, дети уехали из дома, и он ушел на пенсию, но он все еще не был счастлив. Итак, Джей начал ходить в церковь. И я спросил Джея, почему он так часто ходит в церковь, и он сказал: потому что когда я умру, тогда я буду счастлив. История Джея, как бы это ни было грустно, не уникальна. Я мог бы заменить Джея на Джонни или Бонни. На самом деле, инициалы Джей означают просто «обо всех». Многие из нас похожи на Джея, но это не наша вина. Нас обманули, чтобы мы застряли на работе, которая буквально делает нас больными, и стали людьми вот тогда. Вы же знаете о людях вот тогда, правда? Это люди, которые постоянно говорят: «И вот тогда я буду счастлив». Дамы и господа, мы должны перестать жить так, вот тогда, чтобы жить прямо сейчас. Мы должны стать счастливыми прямо сейчас. Как? Мы должны найти работу, которую любим. Или принести больше любви в свою работу. Настало время выйти из крысиных бегов, потому что забавно то, что даже если вы выиграете, заработаете много денег и заберете приз, который раздается всем, вы все еще пушистый грызун с заостренным носом и длинным хвостом. Проснись. Перестань играть со своей жизнью. Это не видеоигра, это не Mario Kart или Fortnite. Здесь нет кнопки «Попробовать снова», нет возможности повторить этот уровень, когда игра окончена, игра окончена. Но есть один чит-код для человеческой консоли, который заключается в том, чтобы взять под контроль и перестать покупать ложь. Обществу говорят, что переработки — это круто, стресс — это символ статуса. О, и почти забыл самую большую ложь. Баланс между работой и жизнью. Сперва не особо понятно, как безумно это звучит, но подумайте об этом: баланс между работой и жизнью. Не должно ли быть наоборот? Разве жизнь не должна стоять перед работой, потому что когда ваша жизнь лучше, ваша работа лучше? Но не принимайте мое мнение. Профессор Гарварда Шон Ахор недавно обнаружил нечто фантастическое, которое он назвал «преимущество счастья». Его исследования доказывают, что 75% успеха в работе можно предсказать не тем, насколько ты умный, не тем, насколько ты талантлив, но тем, насколько ты счастлив. Его исследования имеют решающее значение. Оно говорит, что когда ты счастлив, твой интеллект возрастает, творчество возрастает, растет производительность, и ты знаешь, что еще самое смешное. Вы также зарабатываете еще больше денег. Но вот еще настоящий шок.
вы еще и живете дольше. Я знаю, это слишком хорошо, чтобы быть правдой, но да, оптимисты на самом деле живут дольше, чем пессимисты, поэтому вы можете растянуть этот график на несколько лишних лет, если это время наполнено большим количеством радости и настроения. Позвольте мне внести ясность, не относитесь к этому посланию легкомысленно, это ваш долг быть счастливым ради себя, и мне все равно, если вы здесь, в конце, никогда не поздно обменять свой капюшон смерти на шапку жизни и отказаться от страданий в будние дни. Иронично, но будние дни с английского созвучны со слабым оцепенением, потому что вы буквально ждете, когда неделя закончится. Видишь ли, так много людей умирает от сердечных приступов, потому что они вовлечены в работу, а их сердца нет. Я верю в то, что у людей низкие показатели жизнедеятельности, потому что они вовлечены в работу, которая не является жизненно важной для них. Друзья мои, счастье — это выбор. Но любой, кто говорит, что это легко, лжет. Это непросто. Но вы должны попробовать. Первый шаг — заглянуть внутрь и вспомнить цитату, которую написал Будда 2000 лет назад, которая, я считаю, и сегодня актуальна для большинства людей. Проблема в том, что вы думаете, что у вас есть время. Хватит тратить свою жизнь.